Дорогие друзья, дорогие товарищи, дорогие коллеги, я хочу сказать от лица молодых ученых отделения физических наук. Я первый раз на митинге, тем более выступаю, но я не могу больше ничего не говорить и молчать, потому что скоро я просто не смогу заниматься наукой дальше, если этот закон будет принят. Молодые ученые приняли обращение к президенту, к правительству и обращение к Государственной Думе, и они требуют этот закон кардинально пересмотреть. Более 400 молодых ученых подписалось под этим письмом. Письмо написали также математики, Институт философии, химическое отделение. Почему? Потому что делает этот закон? Этот закон, в первую очередь, он передает все институты академии в специальный федеральный орган исполнительной власти. Что это значит? Это значит, что мы не будем работать в науке, мы будем работать в исполнительной власти. Все молодые, кто хотел работать в исполнительной власти, они уже там работают, недостатка вакансий нет. Те, кто сейчас работает в академии, они хотели заниматься наукой, они не хотели заниматься исполнением. И бюрократия, которая произойдет, она просто остановит все исследования, которые сейчас ведутся. Когда Министерство образования и науки ввело федеральную программу «Кадры», с тех пор я 3 месяца полностью все рабочие дни занимаюсь написанием отчетов и написанием грантов. Те ученые, которые более эффективны и лучше ведут ведущие исследования, они еще больше времени пишут отчеты. Самые эффективные ученые пишут 8 месяцев отчеты, потому что они ведут самые важные проекты. Но теперь, если мы перейдем в федеральный орган исполнительной власти, то мы будем писать просто все время, и смысл дальше в этом органе работать его не будет, потому что наука это не орган власти. Это первое. Второе, это то, что этот закон устанавливает хаос. То есть все имущество будет передаваться путем описи. То есть вот люди работают, приходит комиссия, начинает пересчитывать все чайники, все приборы, все научные установки. Это остановит работу на 3 года. За это время молодые ученые, которые за 3 года должны сделать карьерный шаг, они просто не смогут его сделать. И они должны будут уехать или уйти в другие области. Они хотят продолжать работать в науке, но это будет невозможно. И третье важное, что все демократические правила, то, что мы выбираем, голосуем за директора, за начальников отделов, это все будет устранено, и все эти люди будут назначаться. Вы можете себе представить, как будет управлять наукой назначенный человек. Он скажет: у вас в статье 15 интегралов, я хочу вас премировать, потому что в среднем это больше интегралов, чем по отрасли. Но чтобы не тратить бюджетные средства напрасно и избежать злоупотреблений, напишите, пожалуйста, обоснование на каждый интеграл на отдельном листе, заверенное 3 подписями, чтобы не было расходования бюджетных средств. Это управление, оно совершенно невозможно, потому что наука — это самая сложная область деятельности, которую и ученые, они по стандартной классификации Маслоу, они вне пирамиды, и нельзя ими управлять просто стандартными менеджерскими технологиями, как продают куры гриль. И я хочу сказать, что молодые ученые требуют отзыва этого закона и требуют сделать новую реформу, которая улучшит реально состояние науки, потому что остались только старики и молодые ученые, нет среднего поколения. Но молодые ученые есть. Спасибо. Спасибо, что